Друзья, приветствую вас! Давайте рассмотрим, какие российские акции могут быть интересны на предстоящей неделе. Проведем анализ и прогноз, что ждет ключевые эмитенты на ближайшей неделе, какое будет движение цен. Так, ну давайте начнем с нашего дорогого и любимого Сбербанка, месячный таймфрейм. Что здесь примечательно? Ну, ракета летит с одной стороны, и цели есть вверху. Но вот сейчас возникла такая ситуация, когда по сути двойная вершина нарисовалась, а двойная вершина такая штука, она либо пробивается, происходит закрепление и дальнейшее движение, либо очень быстро может пойти откат назад. В нашем случае целью для отката может быть 220. 220, и если не удерживается в диапазоне 215-220, то отсюда пойдет движение, цель которого будет 196. Вот, конечно, по Сбербанку я такого движения на текущий момент не думаю, что оно произойдет. Но если только начнется острая фаза кризиса и все посыпется, тогда посыпется и Сбербанк. Но исходя из месячного графика, более логично, чтобы сейчас либо вот здесь возникла проторговочка, которая подтверждает пробитие двойной вершины, и после этого пошел дальнейший рост, или отсюда произошел корректирующий откат, но цель которого на самом деле 235-232, я думаю, где-то вот в этом диапазоне. Но здесь есть такой момент, исходя из месячного таймфрейма, что пробитие в данном случае 232, значение 232-230 может привести к тому, что начнутся распродажи, и тогда он сыпанется очень основательно на 220-215, вот сюда, в этот диапазон. Это такой достаточно стратегический взгляд. Давайте перейдем к недельному таймфрейму. Так, ну вот недельный таймфрейм, собственно говоря, вот здесь у нас двойная вершина и приключилась. И поэтому новая неделя, которая наступает, это будет неделя разрешения. То ли двойная вершина будет перебита, и мы начнем здесь проторговываться и начнем в дальнейшем расти, то есть по сути у нас возникает такое новогоднее ралли, или же мы соответственно отсюда уходим вот сюда в диапазон 235, 232, вот сюда вот, и по факту пробития этого диапазона, если здесь не будет удержания, у нас идет откат, и цель этого отката будет на недельном таймфрейме движение в район 205-206, вот сюда вот. Так, ну и вот дневочки у нас не очень такие позитивные, они говорят о том, что очень мощно, очень сильно Сбербанк раздали на 245. Косвенно это подтверждается тем, что начали расти другие бумаги. Вот, но они как бы и до этого тоже отдельные эмитенты росли, но Сбербанк он феноменальный рост показал. Вот, и поэтому текущая ситуация, она указывает на то, что более вероятно все-таки корректирующий откат хотя бы на 235, вот сюда, вот в этот диапазон, в этот или в более широкий, вот сюда, 231-235. Данная формация откатная не сработает в том случае, если мы прямо в понедельник полетим пробивать 245-246. Вот если возникает здесь закрепление выше 246, то весьма вероятно, что в ближайшее время будет цель движения и 257, и 273. Вот такая вот ситуация. Тут как бы два фактора, которые в любом случае выполняются при условии того, что на мировых площадках не разражается кризис. Это, соответственно, движение и накачка ликвидностью российских наиболее крупных и интересных эмитентов. Ну, в общем-то, Сбербанк как раз таким и является и на краткосрочной, и на долгосрочной перспективе. Но здесь может быть очень сильный откат. То есть такой вариант я не исключаю, но если как бы не будет шторма на мировых площадках, то на самом деле ну не более чем 232. Вот сюда куда-то он может откатиться. И потом после консолидации пойдет рост. Вот. Ну, пробитие 230, оно приведет к тому, что мы можем увидеть его движение вплоть до 205 и потом 195. Так, друзья, далее Газпром, месячный таймфрейм. Но смотрите, здесь все, в общем-то, идет, как предполагалось, цель движения 184. Единственное, какой у него был нюанс, он никак не останавливался.
он все пробивал и пробивал новое дно. В результате он перебил даже мартовский максимум, но тем не менее вот этот уровень, который 150, он его остановил. По-хорошему, конечно, после пробития 155 ему бы сходить и куда-то пониже, например, на 119 или 115. Вот. Но здесь его резко выкупили, ничего здесь не поделаешь. Вот. Такое тоже бывает, когда внезапно все останавливается, тем более появились основания, начали скупать все рынки, российский фондовый рынок также. Вот. На текущий момент по месячному таймфрейму у него цель движения находится в районе 187, вот здесь вот. Если приходим сюда и здесь закрепляемся, то следующая цель движения это 195 и потом 208, вот сюда вот. Так, ну вот неделька, недельный таймфрейм я сейчас поставил, у него достаточно мощный. Недельный таймфрейм у него говорит о том, что здесь произошел разворот, и вот этот разворот вообще по-хорошему должен привести, ну как минимум он приведет вот сюда вот на 195, 199, а по-хорошему цель движения это 208. И в случае пробития следующая цель движения находится вот здесь вот на 232-234 в этом диапазоне. У него как бы есть все шансы отскочить и сюда, и сюда. Вот, на то есть ряд обстоятельств, которые его толкают вверх. Но и все эти обстоятельства, они связаны с тем, что идет сейчас приток капитала. Вопрос только какого капитала. Это западные инвесторы или это типа западные инвесторы загоняют остаточки, которые там разложены были в закромах где-то за границей. Так, ну и друзья, получается, вот если по Сбербанку есть какие-то определенные опасения, что там может развиться корректирующий откат, по Газпрому все пока достаточно оптимистично и указывает на то, что высока вероятность движения на 194 и потом на 208. В каком случае этого не произойдет? Этого не произойдет в том случае, если будет коррекционный откат, который приведет к пробитию 160. Вот сейчас 160, у него это определенный уровень, который будет указывать на то, что вот этот рост весь произошел, все, что хотели, раздали, и дальше все, можно обвалиться и уйти вниз. Так, но если мы переходим к дневному таймфрейму, здесь прям вот четко видна цель движения. Первая цель движения это вообще-то 184, вот где-то здесь она проходит. Потом, если закрепляемся в диапазоне 184-187, следующая цель движения по дневочке уже находится на 200. Обращаю внимание, что в зависимости от таймфрейма цели могут несколько отличаться. Вот на дневке здесь наиболее вероятно это сейчас движение 184, потом если здесь закрепляемся, идем наверх. На недельке и месячных таймфреймах цели немножко другие, но это не значит, что они не будут последовательно или взаимозависимо отработаны. Так, но если мы ориентируемся на дневной таймфрейм по Газпрому, то что у нас получается здесь? Здесь у нас, если возникает коррекционный откат с пробитием 167-165, вот этот диапазончик, то, соответственно, на этой неделе, скорее всего, Газпром роста удивительного не покажет. Он уйдет вот куда-то сюда, на 163-160. 160, кстати, на большем таймфрейме мы с вами видели уровень. Вот. И в этой ситуации никакого роста на предстоящей неделе по Газпрому мы не получим. Вот. Но в большей степени те факторы, которые возникли, вот инициация движения здесь, а также то, что Сбербанк начал хандрить, внезапно вырос и внезапно начал хандрить. Это вот как раз с высокой степенью вероятности свидетельствует, что в начале-середине следующей недели мы увидим движение вверх и по Газпрому. Но по Газпрому надо помнить, что здесь очень высок политический риск, который связан и с достройкой Северный поток-2 и вообще в принципе с санкциями к газу, который продается из России, особенно тому, который по трубам идет. Не любят трубы американцы российские, очень сильно не любят. Мешают они развернуться СПГ и потому не любят. Вот. Ну и последнее время прошел слух о том, что будет отставка Миллера. Но на слухе вполне возможен очень сильный рост. Вплоть до движения там на 226-230. Такое тоже может быть. Но здесь надо четко понимать,
что на самом деле отставка Миллера, она проблемы «Газпрома» не решит. Потому как «Газпром» — это часть политико-экономической системы действующей, и без соответствующего изменения маршрута и принципов движения этой системы «Газпром», он, отскочить он может и, скорее всего, отскочит. Возможно, даже это не будет, как я говорил, в следующем году, это произойдет сейчас. Но долгосрочная перспектива у этой компании, с моей точки зрения, она не очень оптимистична. Там могут быть взлеты, связанные с тем, что будет больший спрос на газ в ущерб спроса на нефть и тем более на уголь, но потом пойдет и отказ от газа. А как бы делать из природного газа водород, это упаси Господь. Так, друзья, итак, здесь, наверное, тенденция на рост, и возможно, что «Газпром» нас приятно удивит на предстоящей неделе. Но это не значит о том, что надо брать его с 10-м плечом и не ставить стопы. Моя практика показала, что вообще в принципе достаточно одной неудачной сделки с 10-м плечом, чтобы на какое-то время быть выбитым из равновесия. Поэтому, если вы берете плечи, то это нужно делать только внутри дня. Перенос плечевых позиций – штука достаточно опасная. И лучше ею не пользоваться вообще без необходимости. Так, друзья, и далее наша палладиево-никелевая звезда – это ГМК. Смотрите, вот здесь был очень мощный слом. Далее здесь у нас этот слом, он не прошел. Он не прошел, потому что есть волшебный уровень 18300, который мы с вами неоднократно обсуждали. И этот уровень здесь героически сработал. Он дал ему короткий задерг сделать летом, но этот задерг ни к чему не привел. Текущая формация на месячном таймфрейме, как вы видите, она указывает на то, что здесь наиболее вероятный сценарий – это рост, и цель этого роста – движение 21 750, 22 200, где-то сюда, вот в этот диапазон. Он, по идее, если ничего экстраординарного не произойдет, в самое ближайшее время, скорее всего, акции этой компании сюда исходят. Но здесь надо иметь в виду, что первый уровень, который при пробитии он ломает восходящую вот эту самую конструкцию, это 19900, и вот 18300 это у него как хребет. Если он ломается, то дальше, скорее всего, вот такого повторного задерга уже не будет. То есть он, скорее всего, просто плавно пойдет, и цель движения здесь при таком подходе первой будет 16 тысяч, вот сюда вот. Так, и на недельке мы с вами четко видим, что здесь произошел отбой от нижней границы. Этот отбой он привел к тому, что фактически можно сказать, уже почти была пробита верхняя граница вот этой проторговочки. Немножко энергии не хватило, но судя по тому, как развелось это движение, это недельный таймфрейм, здесь вполне что можно ожидать. На новой предстоящей неделе наиболее вероятно у нас цель будет движение вот сюда вот в этот диапазон 21 800, 22 150. В каком случае этого не произойдет? Этого не произойдет, если пойдет коррекционный откат и будет пробито 19 850, и под этим значением пойдет проторговка. Если таковое мы получаем, то никакого роста здесь не будет, и в этой ситуации мы перейдем, скорее всего, в этот ранее наторгованный диапазон. Вероятность такого события есть, но она не очень велика, потому как все-таки, как ни крути, несмотря на кажущуюся хрупкость и, скажем так, неживучесть вот этой ситуации с вакциной, все-таки в Америке полагается предновогоднее ралли. Вот. И, наверное, если этого предновогоднего ралли не будет, то американские граждане, особенно которые живут в Нью-Йорке, они будут сильно расстроены. И поэтому, я думаю, несмотря на все нестыковки, на отсутствие голубой волны, полученный какой там красно-голубой тупик, когда президент демократ, а Конгресс находится под контролем республиканцем с небольшим перевесом, то здесь, наверное, все равно не будут портить Новый год. Я думаю, приложат все усилия для того, чтобы вот этот волшебный рост он произошел.
вероятность этого на текущий момент, с учетом всех заявлений, всех процессов, которые произошли, достаточно велика. Но не стоит забывать, что это рынок, и здесь ничего нет постоянного. То есть может пойти коррекционный откат, и вот по ГМК, если вы держите ГМК, обращаю внимание, 19900 это оранжевый сигнал, который будет говорить о том, что рост, который вот он здесь пошел, он очень энергичный, очень мощный рост, он либо отложится, либо сойдет на нет. И, соответственно, акция компании перейдет вот сюда вот, в этот боковик. Так, друзья, ну это все 3 бумаги, которые, с моей точки зрения, наиболее интересные, наиболее мощные на российском фондовом рынке. Конечно, кого-то, может быть, огорчает, что когда говорят про Америку, там рассказывают про хай-тек, про Теслу, про Apple, про Google, про Amazon. Вот. Но там совсем другая структура устройства всего, и поэтому там лидерами на фондовом рынке являются такие компании, которые создают прибавочную стоимость, а у нас другие компании. Вот. Но это данность. Со временем все течет, все меняется. Может быть, через какое-то время ситуация изменится, и в России тоже появится хай-тек, и этот хай-тек будет называться, ну не знаю, может быть, как-то связано с именем Сбербанк. Вот, но не думаю, что это будет связано с именем Яндекс, скорее с именем Сбербанк. Все, друзья, спасибо.